С вами Антон Тиунов, вы на канале Georgia Private Investment. Здесь мы рассказываем об инвестициях и недвижимости Грузии. Сегодня мы поговорим на такую тему, о чем не говорят риэлторы в Грузии. Вообще в целом поговорим о рынке недвижимости Грузии. Дело в том, что рынок недвижимости Грузии зародился не так давно. И процентов 90 местных риэлторов, они находятся в Грузии меньше 2 лет с начала войны. Это первое. Соответственно, далеко не все профессионалы, далеко не все знают глубоко рынок, не знают местных обычаев делового этикета, не знают грузинского языка, а соответственно не знают, как проверить объект недвижимости на предмет залога, обременений или чего бы то ни было еще. Главная проблема грузинского рынка риэлторов, что он очень молодой, и много риэлторов, к сожалению, не профессионалы. Это большая проблема на самом деле. Это и самая основная. Соответственно, так как рынок очень молодой, риэлторов очень много, они приехали за последние 2 года, все-таки рынок недвижимости Украины, Белоруссии, России и Грузии сильно отличается. Поэтому есть свои местные условия. Я бы хотел наш сегодняшний разговор разделить на несколько тем. То есть о чем не говорят риэлторы при покупке новостроек, о чем не говорят риэлторы при покупке вторички, о чем не говорят риэлторы при покупке новостроек. Вообще о многом не говорят. Начнем с того, что далеко не все изучают историю компании-застройщика. Значит, мало кто вам скажет, что этот застройщик построил, какие предыдущие проекты, как в них живется, какие отзывы. Второй нюанс. Далеко не все знают, что планируется строить вокруг того жилого дома, который вам предлагается. Потому что в Грузии принято один дом построить, перед ним еще один, перед ним еще один. И вы, купив сегодня квартиру, можете завтра оказаться, выйдя на балкон, вы можете увидеть соседний дом, а не море. Это часто бывает история. И, как правило, многие не видят ни генплана развития, не смотрят, не интересуются у других застройщиков, что планируется здесь. То есть есть свободный участок земли, он когда достроится, что там будет, непонятно. Это нужно выяснять до покупки вашей. То есть об этом риэлторы не говорят, к сожалению. Потому что, я уже говорил, что не знают просто многие, или не хотят говорить, если даже знают. Второй нюанс – сроки сдачи. Что об этом никто не говорит, но на грузинском рынке недвижимости я знаю только буквально 2 застройщиков, которые обещали построить срок и построили в срок. То есть каждый застройщик Грузии опаздывает с вводом в эксплуатацию объекта минимум на полгода. Иногда эти сроки достигают и год, и 1,5, и 2. Такое бывает. И об этом тоже мало кто говорит, к сожалению. Хотя это очень важная история. Тем более, если люди покупают недвижимость в инвестиционных целях, они рассчитывают свои доходы и выход из проекта в соответствии со сроками сдачи дома. И, как правило, риэлторы просто транслируют информацию, полученную от застройщика. То есть застройщик говорит, дом сдается в 26 году. Риэлтор говорит, в 26 году. Когда мы продаем, мы говорим, 26 год заявляет застройщик, что будет сдан в 26 году. Но мы знаем, что по опыту прошлых объектов данного застройщика он опаздывал со стройкой на полгода, на год. Поэтому рекомендуем вам просчитать ваши сроки на год плюс, например. Или наоборот, мы говорим, этот застройщик построил 2 своих предыдущих объекта ровно в срок, поэтому в этом случае вы можете точно быть уверены, что такого-то числа этот дом будет сдан. С вероятностью 90%. Самое, что вспомнилось, лирическое отступление, о чем не говорят риэлторы. Риэлторы не говорят о том, что они эту квартиру вам не возьмут в продажу. У меня есть такое кредо, что я точно, абсолютно те квартиры, которые продаю, мы продаем GPI, мы потом будем реализовывать с нашими клиентами. Это кредо такое, жизненное кредо. А сейчас я встречаю очень много обращений, прошу продать мою квартиру, помогите, пожалуйста, продать мою квартиру. Я говорю, вы с кем покупали ее? С тем-то, тем-то. Я говорю, а почему к нему не обращаетесь? А он не отвечает мне на звонки. Если вы смотрите это видео и решите обратиться к риэлтору, неважно к какому, задайте ему прямой вопрос. Скажи, пожалуйста, ты возьмешь мою квартиру потом в продажу, почем ты ее продашь? Это очень важная история, потому что средний срок владения квартирой в Грузии от 3 до 5 лет. Рано или поздно вы все равно ее продавай. И это очень важно, понимать, почем вы продадите и кто будет заниматься ее продажей. Четвертое, что не говорят риэлторы. Риэлторы не говорят о доходности.
как делают все? Берут, опять же, буклеты застройщика, говорят, вот, застройщик говорит, что сегодня, там, когда дом построится, будет заполняемость там, 100 500%, будет все это сдаваться по 500 тысяч долларов в день, и у вас будет вот такой вот столько вот будет денег у вас от вашей маленькой студии за 5 тысяч долларов, которые вы хотите купить. К сожалению, это не так. Нужно понимать, что рекламные буклеты – это рекламные буклеты, вот, а жизнь – это жизнь. О чем мне говорят риэлторы? О том, что сдавать с управляющей компанией менее выгодно, чем сдавать самому. Еще не говорят о том, что лучше сдавать частникам управления апартамента, особенно и квартиры, чем отдавать к застройщику. Вот мой опыт на этом рынке подсказывает, что все, кто отдает в управляющей компании свои апартаменты, они получают примерно 0 или около 0. Особенно в зимний сезон. Никто не говорит, или мало кто говорит из риэлторов о том, что сезон здесь не 8, не 9 месяцев в году, а сезон здесь реально летом. Вот июнь, июль, август, сентябрь, может быть немножко октября, но скорее всего 4 месяца в году, если мы говорим про Батуми. Если мы говорим про Тбилиси, чуть дольше, но там он тоже по-другому. Летом там нет сезона, там сезон скорее весна-осень, но он тоже не 10 месяцев в году. Не... Ну я и говорю, да, там весна-осень плюс Новый год. Вот. Он скорее, знаешь, в Тбилиси он начинается скорее там вот октябрь, ноябрь, декабрь, январь, там и там, не знаю, апрель-май. В Грузии недвижимость все еще в среднем приносит около 10% доходов в долларах только от аренды, без учета роста стоимости недвижимости, в любом случае. Я лишь говорю о том, что вам не скажут риэлторы. Риэлторы вам не скажут, что лучше заниматься управлением самостоятельно, чем отдать управляющую компанию. Если самостоятельно заниматься вы не хотите управлением, найдите частника, какого-нибудь там, не знаю, какую-нибудь Наталью или там Елену, у которой есть компания на 3-5 человек, которые берут апартаменты в управление и их сдают. Они показывают колоссальные доходности. То есть я лишь о том, что когда ты отдаешь компании-застройщику, управляющей компании, свои апартаменты, их там, ну, тысячи этих в управлении, и твой один из них никто им не будет заниматься. Но если ты отдашь их частнику, такому как ты, там, я, кто-нибудь другой, ну, мы этим занимаемся, но мы занимаемся только управлением апартаментов наших клиентов, квартир наших клиентов, которые мы продаем, мы и берем в управление. Мы с рынка не берем, стараемся, это не наш основной бизнес. Просто ты сказал, что не верить буклетам, а чему тогда верить? Чему верить? Ну, смотри, как бы я делал, чему верить. Я бы открывал, например, Airbnb или Booking. То есть, например, вы хотите купить квартиру в комплексе X, да? Если он действующий уже сегодня, вы можете зайти, посмотреть, сколько в этом комплексе стоит аренда в Airbnb. Причем там есть статистика по году, по этому конкретному объекту или по этой конкретной локации. Вы можете умножить на среднюю заполняемость 60% по году, отнять 30% в управляющей компании и понять, сколько этот апартамент может вам приносить. Ну, условно, там, сегодня студия, апарт-отели стоит, там, я грубо там, возьму, там, 70 тысяч долларов, да. Сдается она там по 40 долларов в день. 365, ну, грубо, 400 дней умножаем на 40 долларов, получаем там, 16 тысяч долларов. Даже половину убираем, там, половину, это 8 тысяч долларов она грязью приносит. Минус 30% человеку, вот там 5-6 у тебя будет оставаться в кармане. 5-6 тысяч долларов в год на вложение там 70-75, там 8%. Ну, нормальный апартамент. По квартире примерно аналогично. Сегодня квартира с отдельной спальней стоит там 80-90 тысяч долларов. Сдается она там по 650, по 700 в месяц. Вы там 700 умножаете на 12, получаете 8400. 8400 на вложение там 80 тысяч, чуть больше 10. Сейчас самые лучшие доходности из готового приносит квартира с отдельной спальней на Аллее Героев. Они стоят там до 100, и сдаются они до 1000. Вот, как бы, и все занято. Нет объектов. У нас сегодня проблема, мы только сегодня утром на планерке обсуждали, у нас нечего продавать. Вот столько запросов, там 2+1 нужно там до 150 тысяч долларов. С отдельной спальней до 100 тысяч долларов. Много запросов, не можем удовлетворить спрос. Нет квартир. Они же строятся везде. Вот именно, что строится везде. О чем мне говорят риэлторы? Что вы открываете план этажа, у вас там в апарт-отеле 30 студий и 2 однежки 1+1. Эти студии стоят свободные, абсолютно все, а однежки заняты на годы вперед. И такой тренд будет долго еще соблюдаться. То есть в Грузии, в Батуми в частности, очень мало квартир с отдельной спальней, а еще больше с 2 спальнями. Классика жанра, когда 2 спальни, 1 без окна. Это вообще классика. Такая никому не нужна, никто не хочет их арендовать. И в них не нужно вкладываться, их не нужно покупать. Об этом вам тоже не скажут. Вы ищете квартиру 2+1, и, как правило, 1 спальня без окна. Об этом тоже мало кто говорит.
Ну, сделайте себе там витраж какой-нибудь, говорят такую вещь. Не надо такое покупать, ни в коем случае. Это не будет сдаваться, это не будет приносить деньги никогда. Это очень низколиквидно, это тяжело будет продать. А о чем еще не говорят риэлторы при покупке новостроек? Мало кто говорит или редко кто говорит, что почти во многих проектах в последнее время запрещена переуступка. Это означает, что вы, купив квартиру на этапе строительства, не сможете ее перепродать, пока дом не построится. А я уже говорю, что дом может не построиться еще и год, и два, и три, и так далее. Об этом не говорят риэлторы, поэтому нужно читать договоры, вычитывать договоры, смотреть, спрашивать самостоятельно, интересоваться. То есть я топлю за то, и вообще этим видео я хочу показать, хочу рассказать даже, как повысить ваш профессионализм при выборе квартиры для покупки. Чем тщательнее вы подойдете к вопросу покупки недвижимости на предварительном этапе, тем легче будет ее потом продать в случае или сдать в аренду, или все, что либо жить в ней, все, что хотите. А риэлторы не говорят о том, что застройщики обещают вот столько инфраструктуры, строят ее вот столько. Если в комплексе нет, в апарт-отеле нет бренда любого, хоть трехзвездочного, хоть однозвездочного, если нет бренда, не будет никакой инфраструктуры. В жилых домах почти никто не строит ни бассейны, ни рестораны, там, ни спа, ничего такое. Все это, все, что вот обещают застройщики, строится хорошая инфраструктура только в отелях, брендовых отелях. О чем еще не говорят риэлторы? Риэлторы не говорят, что у некоторых застройщиков может быть имя бренда написано, но ничем не подкреплено. Я встречал такое, что пишут там 5 звезд отель. Вот. Когда я прошу застройщика, могу ли я почитать договор франшизы, соглашение о сотрудничестве, что-либо, что у вас есть, они говорят, а у нас ничего нет. Или отвечают, например, это закрытая информация. Я говорю, как закрытая информация, если у вас написано отель 5 звезд? Покажите, какой. Это секретная информация. Вот об этом риэлторы тоже не говорят. Они как делают риэлторы? Берут презентацию застройщика и транслируют ее, вот так будет. А некоторые говорят, что это уже есть. У нас уже есть это, хотя дом еще на этапе котлована. Давайте резюме подведем. Мы уже сказали о том, что не говорят о том, что будет построено перед этим домом, не говорят о истории застройщика, не говорят о квартирографии, не говорят о доходности, не говорят, можно ли переуступить или нельзя переуступить, не говорят, что они возьмутся за продажу вашего объекта. Если я что-то забыл, о чем не говорят риэлторы, и у вас был такой опыт, пожалуйста, напишите в комментарии, и мы обязательно осветим этот вопрос в следующем видео. Что, переходим, о чем не говорят риэлторы при покупке новостроек, при покупке вторички? Я хотел спросить про новостройки, человейники, парковочные места. Это важно вообще? Действительно, в Батуми очень развивается высотное строительство. 40 этажей – это вообще норма для аллеи героев, это для нового бульвара. Конечно же, это человейники. Я уже говорил про квартирографию, что очень много студий и очень-очень мало парковочных мест, это правда. Но имейте в виду, что эти дома строятся не для постоянного проживания. Если мы про апарт-отели, в них даже отопления нет. Они настроены на сезонный отдых. И люди, приезжающие сюда летом, ну, процентов, я думаю, что 5 или 10 едут на машинах. Остальные приезжают самолеты, там, поезда. Ну, и о том, что машины, как бы представь себе, сюда приезжает около миллиона, единовременно может приехать около миллиона человек. Представьте, было миллион машин, мы просто с ума сошли. Да даже там 30 тысяч машин. Вот, поэтому я понимаю, почему апарт-отели не планируют большие парковки, это нормально. Но если мы говорим о жилых домах, то вот последнее время, то, что я вижу, в жилых домах, вот в том же самом Санрайзе, там 2 этажа, там 300 парковочных мест на там 450 квартир. Да нормально. С точки зрения парковочных мест есть сложности, я тут врать не буду, но в жилых домах во многих они решены. Вот я купил квартиру в старом городе, там 36 квартир, 36 парковочных мест. Тоже есть такое. Кстати, кому интересно, сами знаете, что делать. Давай резюме тоже подведем, чтобы это не было, правда, каким-то вау, все прям все плохо. Нет, на самом деле все отлично. Я еще раз говорю, сегодня квартиры наших клиентов, которые покупали готовые квартиры с ремонтом, мы сдаем их, ну, минимум они приносят 8% только на аренде, без учета роста стоимости недвижимости. Только на аренде 8%. Причем деньги без налогов, чистые доллары на счет здесь, в лизинговом банке. Это хорошо. $8 это хорошо по всему миру. Вот. Если мы говорим про апартаменты, то вот там наш коллега, там,
Марк, он уже у нас не работает, но вот его кейс показал, что вот его студия, там, я приводил в телеграм-канале в нашем, кстати, подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка будет где-то здесь. Вот, студия в дарбилдинге стоимостью $42 тысячи приносила Марку в прошлом году $700 в месяц. В этом году $550-600 она приносит. Но она и стоит уже не 42, а 50. То есть я знаю людей, которые управляют своей недвижимостью сами через Airbnb и доходят до 20%. Вы ни с кем не делитесь, вы просто сами сдаете. Что вы делаете? То есть купили апартамент, стоит сегодня. Кстати, вот кейс, как заработать в Грузии $1000. Вот элементарный подход. Надо купить две студии в хорошем апарт-отеле, лучше с отоплением. Сделать супер аккаунт на Airbnb, стать там супер хозяином. Первый месяц сдавать это все дело по $10, заселять туда иностранцами и просить всех, чтобы им писали отзывы. Получать себе 5 звезд оценки, становиться супер хозяином. После этого поднимать цены выше, чем у всех. Вы будете супер хозяин, ваш будет Airbnb будет предлагать всем. У вас будут супер клиенты по хорошей цене. И студия сегодня сдает, вот сегодня дешевле $40 вы ничего не найдете. Я не говорю про Орби, я говорю про нормальные студии с хорошим ремонтом, в хороших домах. Дешевле $40 нет ничего. То есть, грубо говоря, июнь, июль, август, сентябрь и пол-октября по $1200 грязью. 5 месяцев на 1200, $6 тысяч грязью может принести одна студия, которая стоит $50 тысяч. Купите их две, то есть продать квартиру в любом городе, там, не знаю, в крупном миллионнике, квартира стоит в любом городе миллионнике, там, $100 тысяч. Купите на $100 тысяч две студии и занимайтесь, живите здесь, самостоятельно сдавайте в аренду, у вас будет $1000 гарантированно. Второй нюанс, не хотите сдавать в аренду без проблем, купите квартиру 1+1 готовую, там, 1080 за 90, сдайте ее в долгосрок, она будет приносить вам $650-700 каждый месяц, все, как бы, вот решение любой проблемы. Не, ну правда, но это лучше, чем, там, не знаю, иметь квартиру в Москве, которая сегодня стоит там $200 тысяч и которая сдается за 300, ну за 500, окей. Ну, это точно лучше абсолютно. Там дешевеет, тут дорожает, там с долларом непонятно что. Какие-то накопления себе на пенсию. Да, теперь смотри, давай вернемся, как бы, я бы не хотел, чтобы это было такое прям вау, опять же, там, что все плохо, нет. Покупать новостройки до сих пор интересно. Но я рекомендую покупать новостройки сейчас на финальной стадии готовности. Если мы говорим про котлован или там про старт продаж, ну, цена должна быть до $1000. То есть я сегодня вижу явный перекос, что вторичка готовая, в которой уже можно делать ремонт, стоит $900 за квадрат, там, $1000 за квадрат, а первичка стоит 1300-1500. Это большой перегиб, он неправильный, поэтому я рекомендую обращать внимание на новостройки, которые стоят там $1000-1100, у которых есть рассрочка, или покупать сразу готовую и делать ремонт за эти же деньги примерно. Об этом есть целый ролик на канале. Переходим, наверное, к вторичке. Но обычно риэлторы не говорят, квартира заложена в банке или не заложена. Каждый раз на обучении говорю, обязательно запрашивайте кадастровый номер квартиры. И вам тоже говорю, когда вы хотите что-то купить даже через риэлтора, сами запросите кадастровый номер квартиры, и я вас научу, как проверить вашу квартиру на предмет обременений, залогов, арестов. Там, покажу полную историю сделки по вашей квартире. У нас есть такая услуга, тоже будет ролик скоро о наших услугах. Вот, мы там расскажем, это стоит там, $100. Мы все проверим, все расскажем. Об этом тоже часто не говорят риэлторы, хотя эта информация абсолютно свободная, ее любой человек может получить. Тут другая история, прикол есть, что, как правило, риэлторы не говорят, кто владелец квартиры. Потому что если мне скажут номер квартиры в доме, и я могу сам найти владельца квартиры. Вот. Если продавцы грузины, то там очень много бывает такого, что продает брат, квартира свата, друга брата, жены, племянника, знакомого по соседней улице. Это частая история. Это все вскрывается, когда вы документы подаете. Здесь прозрачная система госрегистрации прав на недвижимое имущество. Если какие-то проблемы с квартирой, вам документы не примут у вас просто. Регистратор на старте смотрит, кто принес, чьи документы и так далее. Нет, здесь нет проблем. Но не так жестко, как в России. То есть здесь нет выписок из домовой книги, здесь не требуют коммуналки. Кстати, еще нюанс, что не говорят риэлторы. Не говорят риэлторы, сколько должны за коммуналки. Я видел квартиры, счета видел, в лифте висят должники, вот, и бывает, квартиру продают с долгами старого владельца, вам придется новые долги оплачивать за лифт, за коммуналку, еще что-нибудь, такое тоже часто бывает. Потому что здесь не требуют инвестиции
уплаты. В России требуют такое, здесь не требуют. Поэтому тоже обязательно об этом риэлторы не говорят. Обязательно спрашивайте. С гигантским не может быть, потому что квартира в Грузии, когда закрыта, в ней никто не живет, вы не платите ни за свет, ни за газ, ни за воду. Начисляется вам только лифт и уборка территории. Обычно она составляет там 30 лариев в месяц. Ну, то есть год не платишь там $100. Ну, а вот если это апарт-отель, и вы за него не платили долго, апарт-отели стоит обслуживание примерно $2 за квадрат, и одна студия, соответственно, обходится владельцу долларов 60-70. И если год не платить, это уже $1000. А если ты покупаешь студию за $50 000, у тебя долг 1000. Ну, такой неприятный нюанс. По поводу мебели, техники, что типа ты смотришь на картинки, там все такое дизайн, а потом приезжаешь, а у тебя там даже карниз оторван. Игорь, ты лучше меня знаешь, что ты сидишь за камерой, за той стороны, ты сам знаешь, я удивляюсь, насколько техника дошла. Я вижу квартиру в Фейсбуке, картинки, думаю, все, и пишу всем в группу: ребята, нашел алмаз, просто бриллиант, просто нужно покупать, срочно выкупать, отрывать руками. Приезжаю туда, там такой профессионал снимал эту квартиру. Заходишь, ты понимаешь, рука-лицо. Поэтому о чем не говорят риэлторы? Риэлторы не говорят о том, что там был потоп, о том, что там дверь старая, о том, что плинтус отошел, обои подлепились, телевизор не работает, кондер не подключен, газовый котел висит, но газ не подведен. Теплый пол есть, но проверить, есть он или нет, нельзя. И вода с плохим напором. Об этом тоже вам риэлторы не скажут. Риэлторы любят говорить о том, что наши услуги бесплатно, мы работаем бесплатно, мы для вас все бесплатно, мы для вас вообще все бесплатно. И встретим, и отвезем, и накормим, и все бесплатно. Не так. Это все не так. Если вы пришли на просмотр квартиры, и у вас там 5 риэлторов, поверьте, каждый из них хотя бы $1000 зарабатывает. Вот пришли на просмотр, у вас стоит там 5 риэлторов. Вот значит, ваша квартира стоит на 5000 дороже, чем она стоит на самом деле. Всегда покупатель платит нам. Всегда. Если вам говорят, что бесплатно, все бесплатно, и вот это все бесплатно, это не так. Чем больше люди говорят бесплатно, тем больше они с вас берут. Вот. Мы честно говорим, там, наши услуги по подбору вторичной недвижимости стоят $1000 плюс 1%. Фиксированно. Вот вы купили квартиру за 50 000, заплатите нам 500 плюс 1000. $1500 будут стоить наши услуги. Когда вам говорят, что ваши услуги стоят 0, все зашито в цене. Все зашито в цене. Поверьте моему опыту. И комиссии достигают, вот о чем вам еще не говорят риэлторы, чем ниже стоимость объекта, тем выше процент комиссии. Вот на студии $30 000 комиссия может быть 10%. А на квартире за $100 000 комиссия будет там максимум 3. Дело в том, что чем больше чек, тем меньше комиссия в процентном соотношении. Поэтому о чем не говорят риэлторы? Риэлторы не говорят о том, что они всегда зарабатывают. Всегда. И чем больше они говорят, что это бесплатно, тем больше вы платите на самом деле. Вот. Это важная вещь. Я не знаю, понимают это люди, не понимают, но хочется донести, что бесплатный сыр только в мышеловке, мы все работаем на этом рынке, естественно, мы зарабатываем деньги. Это бизнес, детка. Если вы подходите, нанимаете риэлтора, чтобы он помог купить недвижимость, и он говорит, что его услуги бесплатно, то, конечно же, он не будет торговаться или будет говорить: нет, это вообще продавец не торгуется, ни на копейку не торгуется, потому что его комиссионные зашиты в этой цене. Если вы будете торговаться, то будет отторговываться продавец от комиссионных, скорее всего, а не от своей цены. Поэтому, если вы риэлтору не платите, то и мотивации у риэлтора торговаться нет никакой. Наоборот, есть антимотивация торговаться, потому что он будет от себя откусывать. Если вы платите риэлтору, вы нанимаете риэлтора, чтобы он помог вам купить квартиру, и вы говорите ему: я куплю эту квартиру там, условно, не за 50, а за 42, и едь договаривайся там с продавцом о том, что будет по такой цене. Это же всегда предмет переговоров. И если вы нанимаете риэлтора и платите ему деньги за это, вы имеете право требовать с него договор, проверка юридической чистоты, что вся мебель осталась там и так далее, да, или там какую-то косметику сделать, или отторговаться, или что-то еще. То есть, когда я нанимаю человека, я имею право с него требовать. Когда вам говорят, что услуги риэлтора бесплатно, у вас и прав никаких нет. Говорят ли риэлторы о том, как сэкономить на покупке вторички? Говорят ли риэлторы, как сэкономить на покупке вторички? Да, предлагают более дешевые варианты, хотя это неправильно.
Я вообще не рекомендую экономить на покупке вторички. Блин, ну скупой платит дважды, это уже вот притча во языцах, правда. Это об этом тысячелетиями говорят, это так и есть. Человек, который экономит на покупке, он потом много очень теряет на продаже, на эксплуатации, на чем-то еще. Поэтому я считаю, что такое экономить? Экономия же может быть не финансовая, а временная, например. Экономия может быть опять же, не финансовая, а экономия нервов, например, по сдаче в аренду. Экономия может быть там, человеческая. То есть представьте, чем дешевле вы купите объект, тем беднее у вас будет арендатор. Чем беднее арендатор, тем хуже он может эксплуатировать этот объект и так далее. Как я рекомендую экономить на покупке вторичной недвижимости? Самый лучший способ — это купить квартиру без ремонта, сделать там ремонт, какой вам нравится, из добротных, качественных материалов, которые будут долго служить, вот, и сдавать эту аренду в долгосрок. Вот самый простой способ. Потому что когда вы покупаете квартиру с ремонтом, в этой квартире заложена доходность застройщика, который продал эту квартиру кому-то, и люди, которые продают ее, они же, ну, как правило, не как правило, в 99% случаев продают с плюсом. То есть еще и на ремонте зарабатывают. Поэтому лучше всего, если вы хотите сэкономить на покупке вторичной недвижимости, купить квартиру без ремонта, сделать в ней ремонт. Да, это займет время, да, это будут стоить деньги, возможно, какое-то небольшое количество нервов. Но тем не менее вы сможете получить хороший объект с хорошим ремонтом, который вам будет не стыдно потом кому-то продать. Ведь многие забывают о том, что есть еще такая вещь, как, ну, я называю это карма, разные по-другому это называют, но мне бы хотелось, когда я квартиру ремонтирую, сдаю в аренду, мне хочется, чтобы жильцы получали удовольствие от того, что они там живут. Они там, не знаю, размножаются, там, не знаю, проводят время, ну, там, дети растут, да, какие-то планы строятся, жизнь, там происходит жизнь у людей. Поэтому мне бы хотелось, чтобы люди, которым я сдаю квартиру, жили хорошо и счастливо в этой квартире, получали удовольствие, не получали гемора, что холодно, что там плохие окна дует, там, да, что плохой напор воды, там, что нет ванны, стиралка не работает, лифт сломался и так далее. Это нехорошо, это как бы, ну, для кармы плохо. Я не знаю, как другими словами перефразировать, но я надеюсь, я донес эту мысль, что ну вот вы хотите объект сделать там, и сдать его в аренду, ну сделайте и сдайте. Да, вы переплатите сегодня чуть-чуть, там, на там, 2-3 тысячи долларов дороже. Будет хороший объект, он быстро сдастся в аренду по хорошей цене. Зайдут хорошие жильцы, которые будут аккуратно относиться к этой квартире, потому что там будет все новое, все качественное, и будет жалко, ну, ломать хорошие стулья или там, не знаю, заливать кетчупом диваны. Говорят ли риэлторы о том, что иногда вторичка выгоднее, чем стройка? Иногда вторичка выгоднее, чем стройка, это правда. Особенно сейчас. Сейчас, когда рынок новостроек перегрет, мое личное ощущение, цена на аллее героев стремится к 1500 долларов за квадратный метр, конечно, лучше купить вторичку. А может ли у риэлтора быть резон избегать вторички? Избегать? Да. Ну, давайте так, у каждого риэлтора есть своя специализация. Есть риэлторы, которые продают только первичку, вообще не связываются с вторичным рынком, потому что первичка, что это такое? Ты взял контакт человека, отдал застройщик контакт этого клиента, застройщик сделал договор, отправил клиенту, риэлтор получил деньги, никакого просмотра не надо там подборки делать, не надо ничего делать. Отправил 2 презентации, опять же, не своих, а от застройщика, показал красивые цифры доходности. Можно, как правило, сделки удаленно завершаются. И все. Как бы он несет ни за что ответственность дальше за что будет с этим апартаментом, что будет там дальше с этим клиентом. Есть риэлторы, которые специализируются только на вторичке. У них есть продавцы, есть база объектов, эксклюзивов, которые они продают. Это работа, не зависящая ни от чего, рынок на них не влияет. Всегда что-то продается, всегда что-то покупается, вопрос только цены. Если вы к частнику обращаетесь, у каждого есть специализация. Там, даже если риэлтор-частник, он не может знать всех строек. Он, естественно, будет продавать только то, что он знает, что продавать. Или там частный риэлтор. Он будет продавать только свои объекты, которые у него есть в базе. Как правило, база там у них там 10, 20, 30 объектов. Вот, когда вы обращаетесь в агентство, вот, вы получаете доступ к всем объектам в этой базе. Тем более, еще раз повторяюсь, когда вы нанимаете риэлтора, платите ему деньги, он предоставляет вам все объекты, независимо принадлежат мне, тебе, другому риэлтору, все показывает тебе, всю линейку. Да. Вы приходите в супермаркет, вы когда покупаете, там, не знаю, выбираете себе там, шампунь, вы можете прийти в магазин, один шампунь, да, или 2, а можете прийти в гипермаркет, у вас будет там, 50 видов шампуней, вы можете любой выбрать, по любой цене.
Вот чем отличается частный риэлтор от крупного агентства недвижимости. Говорят ли вообще о качестве дома, о том вообще, насколько они тут долговечны? Не говорят, но я очень надеюсь, что люди, которые покупают, которые заработали себе на квартиру за границей, у них должны глаза быть широко открыты. Значит, широко открытыми глазами должны смотреть квартиру. Конечно же, вот у меня крайний случай, у меня клиент приезжал буквально на этой неделе. Мы с ним договорились о встрече, просмотра вторичного жилья в центре города, дом. Он пришел за полчаса до встречи. Он обошел весь квартал. Он сделал фотографии дома, нашел там пару трещин, задал вопрос, что это такое. Спустился в паркинг. Это еще до встречи со мной. Он сам все обошел, зашел в подъезд с какими-то людьми, поездил на лифте, поспрашивал людей, а как здесь живется, как у вас здесь стены, работает ли интернет, подключен ли газ. То есть человек, который хочет купить вторичку, не нужно думать, что риэлтор ему все расскажет. Риэлтор ему может подобрать варианты, но нужно быть самому. Кстати, у нас, если напишите в комментариях, я скину вам чек-лист, как нужно подготовиться к просмотру квартиры. И, может быть, понять, что вам нужно, какие вопросы будет задать риэлтору или владельцу недвижимости, вот, чтобы понять, ваш это объект или нет. Поэтому, смотри, риэлтор может некоторые вещи не знать, ему в базу упала квартира или как. Вот я обращаюсь к риэлтору, да, и говорю, мне нужна там однокомнатная квартира на Аллее Героев. Он делает для меня подборку из там 10 квартир. Он, как правило, если это не его квартира в эксклюзиве, он не знает даже, что это за дома. Понимаешь, в чем дело? То есть, это возвращаясь к моему первому тезису, да, что, к сожалению, на рынке недвижимости Батуми риэлторам еще нужно учиться и учиться и учиться. Очень много непрофессионалов. Я бы сказал, 9 из 10 на этом рынке не являются профессионалами в должным способом. Самое основное, квартира должна вам нравиться. Не надо с собой договариваться. Что не нравится в квартире, не надо покупать ее. Это потом будет вылезет геморроем. Точно, абсолютно. Поэтому надо покупать квартиру, которая нравится. Это первое. И второе, сдавать ее в аренду. Это самый простой способ заработать на квартире. И причем нужно покупать квартиру, знаете, с расчетом, ну хотя бы с горизонтом планирования 3-4 года. Во-первых, через 2 года вы перестанете платить налоги. Не так. Если вы владеете недвижимостью больше 2 лет, вы не будете платить налоги при перепродаже. Поэтому нужен горизонт 3-4 года и аренда долгосрок. То есть у вас квартира. Почему 3-4? Потому что ремонт, если вы покупаете квартиру с готовым ремонтом, с хорошим ремонтом, она все через 3-4 года потребует косметики. Поэтому нужно будет понимать, что через 3-4 года нужно либо готовить деньги на ремонт, косметический хотя бы, или лучше продавать ее. Как у вас стратегия? На 3-4 нужно закладывать. Я знаю, что если какая-то квартира тебе нравится, то ты иногда ее сам покупаешь себе. Но предполагаю, что, может быть, их все-таки чуть больше, чем ты их покупаешь себе. Есть ли какая-то сейчас на примете квартира, да, много которая квартир тебе нравится? Есть отличная студия в Санрайзе, которая стоит всего $50 000 и уже сдается за 450. То есть она уже владельцу принесет в этом году $6 000. Она и так стоит ниже рынка на 10%. И она еще 10% принесет. Отличный вариант. Есть отличная квартира 1+1 на Новом бульваре. Такая голубая, очень приятная. Такая, знаешь, чисто Airbnb-шная квартира. Эта квартира может в сутки сдаваться долларов за 50, а стоит она всего 70. Что еще из интересного? Есть дом, есть таунхаус в Пола Виллас у нас на эксклюзиве, который сейчас приносит в аренду $24 000 в год, уже контракт подписан, а стоит он $230 000. То есть он больше 10% приносит. Он стоит по рынку, это цена не ниже рынка, цена вот как бы нормальная. Вот, но приносит он там 24 000 в год с арендатором, можно сейчас купить. Есть одна классная квартира на Аллее Героев с видом на стадион. Прям можно с квартиры смотреть футбольные матчи. Она довольно дорогая, она стоит чуть выше рынка. Но у нее потенциал доходности тоже 15%, наверное. То есть на ней не заработать на перепродаже, но на сдаче, там, вложив $1030, она может приносить в год там 20. Косяки в домах. Может ли об этом вообще говорить риэлтор, или риэлтор это может не знать? Там, еще раз говорю, смотри, какая история. Если вы нанимаете риэлтора, вы имеете право спрашивать все, и он обязан вам на все ответить. Но если вы обращаетесь к риэлтору, который говорит, у нас все бесплатно, консультация бесплатна, все бесплатно, вы нам ничего не платите, мы только продаем вам и все, тогда у вас нет прав, вы опять ничего не можете требовать. Вы даже что-нибудь спросите, вам никто ничего не ответит. Или ответят вам так, как им удобно, а не как вам нужно вам. Вот в чем история. А как тогда вот понять, что там у меня одни купили квартиру, где в одной комнате нет окна, и теперь вот
мне кажется, они через пару лет захотят ее продать, это будет проблема. Более того, они заклеили всю вентиляцию в своей квартире, потому что когда соседи курят, просто вся квартира превращается в курильню, кальянную. Согласен, вот об этом вам никто не скажет, только предыдущие жильцы или пожить. Я вообще настаиваю на тест-драйвах и часто рекомендую людям, особенно когда приезжают сюда наши клиенты, к нам обращаются за поиском квартиры. Мы часто договариваемся с продавцами, что можно вот 2-3 дня человек поживет. Почему нет? В этом нет ничего такого. Даже заплатит вам за проживание, если это будет нужно. Потому что на самом деле с сигаретами я тоже сам сталкивался с этим. Многие грузины курят дома или в туалете. И у меня тоже такая же была проблема в одной из квартир, где мы жили, что утром я захожу в ванну, там просто невозможно зубы почистить, потому что просто дым стоит. Это проблема. Как это узнать? Это можно только потестировать, либо нанять риэлтора, задать ему список вопросов, заложить ему денег, и он подберет вам квартиру с некурящими соседями. Ко мне обратился клиент из Израиля. Шаббат шалом. Он говорит, вот, я нашел квартиру на Аллее Героев в таком-то комплексе. В 2 раза дешевле, чем на рынке. Я говорю, да, там дом построен с нарушениями, там шахта лифта такие проблемы, газа не будет там никогда. Нет управляющей компании, дом не введен в эксплуатацию, скорее всего, не будет никогда введен. Я говорю, вам надо это? Покупайте. Не надо? Не покупайте. Он такой, я понял, взвесил все за и против, не буду. Об этом могли бы ему не сказать, он мог бы купить и потом столкнулся бы с проблемами. Некоторые говорят, окей, мне подойдет, это дешево, некачественно, без лифта, там, без окон, без всего, но главное, что дешево. У всех разные подходы. Я не рекомендую покупать самое дешевое, потом будет тяжело продавать. Но если у человека реальная ситуация какая, что у него есть там всего, там, не знаю, там 30 тысяч долларов, ему негде жить и нечего платить аренду, значит, надо покупать самое дешевое. Но тогда лучше отойти в шаг, сделать в сторону от Аллеи Героев или от моря, на полкилометра продвинуться вглубь и там найти дешевле, но в хорошем доме. То есть здесь же как в Батуми, чем дальше от моря, тем там, ценник падает с каждой улицы там, почти в 2 раза. То есть первая линия стоит там 3-4 тысячи долларов, вторая стоит там 1,5-2, третья стоит 1000-1200, там, третья стоит 800, а за Багратионе стоит по 600 до сих пор. Лучше купить в хорошем доме, там на 2 шага дальше от моря, но в хорошем доме, но дешевле, но в хорошем доме, чем на первой линии в плохом. Я тут подумал, что, наверное, риэлторы мало говорят о том, что, возможно, тебе действительно надо думать о том, что надо продать. Ты об этом, в принципе, уже говорил. Мало кто думает, что о чем нужно продать. На самом деле, главное пихнуть сегодня, продать быстрее, за сделку быстрее подписать и все. Вот, мы так не работаем, я работаю в долгую всегда, потому что я знаю, что я продам сегодня тебе квартиру, ты ко мне завтра придешь, когда попросишь ее продать. И я буду вынужден ее взять, как вынужден, это мое кредо, я точно возьму ее в продажу. Потому что я с тобой в долгую работаю. Потому что ты со мной продашь, заработаешь и еще купишь. У меня вот такая, я не хочу, чтобы у меня было 1 000 000 клиентов. Я хочу, чтобы у меня было их 100, но они со мной покупали всю жизнь, со мной работали только. У меня есть клиенты, которые со мной работают больше 5 лет в этой стране. И в этом задача моя, как риэлтора. Хотя я не называюсь, я не считаю себя риэлтором. Я никогда им не был, я никогда не приходил на никакие курсы риэлторские, никогда. Я всю жизнь занимаюсь недвижимостью с разных сторон. Как застройщик, там, строил коттеджные поселки, как управляющая компания, там, занимался арендой бизнес-центра, сдавал в аренду площади коммерческие, продавал коммерческие помещения, строил заводы, там, пароходы и так далее. Но никогда не был именно риэлтором, понимаешь? И для меня вот некоторые эти вот штуки, например, там, чего мы не делаем в нашей компании, фейковые объявления. Риэлторы все, полный интернет, там, полная авито, квартира там, за 2 миллиона рублей, там, 3 спальни, все с окнами, первая линия. Звонишь там, по этой квартире, есть квартира? Ой, этой нет, давайте мы вам другую подберем. То есть они нахватывают ваши телефоны и вам начинают вас забрасывать. У нас принципиальная позиция, у нас все объявления реальные. Из этих объявлений я стараюсь, чтобы у нас было как можно больше процент эксклюзивов, которые только мы продаем. Вам не все риэлторы скажут, что этой квартиры не существует. Скорее всего. Так устроен этот рынок. Но мы почему не так работаем, потому что мы не риэлторы. То есть мы изначально все-таки компания, которая заточена на инвестиции в недвижимость. Мы хотим, чтобы люди зарабатывали с нами. Либо на аренде, либо на перепродаже, либо на управлении, либо на инвестициях. Вот чем мы отличаемся от других. И работаем в долгую. То есть мне не интересно продать тебе сегодня и забыть про тебя. Нет, я продаю тебе, ты мне даешь квартиру в управление, я сдаю ее в аренду, тоже зарабатываю с этого копейку. Ты приходишь ко мне через 3 года, просишь ее продать, я ее продаю, мы с тобой вместе зарабатываем, ты мне платишь комиссию, что я продаю твою квартиру. Ты доволен,
Ты купил, сдавал по аренду, заработал. Я заработал с тебя 2 раза. Ты ко мне обратился купить, я заработал с тебя, продать, я заработал с тебя. Ты новое покупаешь, я опять с тебя зарабатываю. Мы с тобой работаем, ты растешь, становишься богаче. Я с тобой хочу вместе расти, тоже становиться богаче. Конечно, нужно обращаться к людям, которые давно на рынке здесь, которые живут здесь много-много лет. Вот. Компания GPI, например, мы работаем на рынке уже 6-й год. И знаем, в принципе, все о рынке недвижимости, все о каждом застройщике. В нашей команде работают люди, которые говорят на всех языках, на грузинском в том числе. Мы в команде проводим обучение по грузинскому языку регулярно. Вот. Любой менеджер нашей компании может проверить любой объект недвижимости на предмет залога, ипотек, кому он принадлежит, когда он кому передавался, продавался там, и так далее. Поэтому да, конечно же, если вы собираетесь купить или продать недвижимость и обращаетесь к риэлтору, конечно же, в первую очередь нужно узнать, как долго человек на рынке, какие у него успешные кейсы, почитать о нем отзывы и так далее. Провести минимальную хотя бы работу. Тут один клиент мне написал, покупатель наш, потенциальный клиент, пока еще не стал им, он доктор, и он интересную такую вещь сказал, что я подбираю себе риэлтора, который мне близок, как доктора человек выбирает. То есть сам доктор мне говорит, что вот его выбирают клиенты, чтобы они был матч там, в человеческом плане, чтобы они на одном языке разговаривали. И спрашивает меня он, кого бы могли из своей команды посоветовать, которые мне могут подойти по типажу, там, по манере речи, по культурным каким-то особенностям, да, ну, чтобы было совпадение, чтобы было комфортно работать. Есть много о чем не говорят риэлторы. Не они в этом виноваты. Они сюда приехали год, 1,5-2 назад, до конца не открыли рынки недвижимости в Батуми. Я прошу вас быть более ответственными, более самостоятельными, более профессиональными, глубже, наверное, изучать вопрос, анализировать весь рынок, подбирать себе агента по недвижимости как доктора, о чем я сказал в начале. Это очень хорошая история. Вообще то, что говорят нам наши клиенты, я всегда слушаю, всегда запоминаю, всегда внедряю. Подбирать себе риэлтора как доктора, как хирурга, с которым бы вам было тесно, вы ему платили деньги за его услуги и могли бы с него требовать эти услуги качественно оказанные. Выбирайте квартиры, которые вам нравятся. Если вам не хватает там 3, 4, 5 тысяч долларов, лучше возьмите ипотечный кредит на эту сумму. Вы за полгода от аренды отобьете эти деньги, но у вас будет хороший продукт, хорошая квартира, ликвидная квартира, которую вы можете всегда продать. Ну и приезжайте в Грузию, давайте знакомиться лично, покажем, что здесь строится, расскажем, ответим на все ваши вопросы. Ну и давайте зарабатывать деньги вместе.